Всем привет, с вами Костян. Мы по-прежнему во Вьетнаме. Сегодня на обзорчике у нас пивное местечко, а именно Биахой. Таких здесь достаточно много, скажете вы. Но, во-первых, мы проверим, конечно же, то, что здесь они конкретно подают. Всякое на гриле, здесь и угорь есть, и еще всякие разные вещи. И, конечно же, наша любимая башня пива. Но заметьте, что интересно, это расположение этого места, потому что оно ровно напротив того местечка вкусного, где когда-то мы очень классно пробовали самых вкусных и огромных морепродуктов из аквариума. Это лучшее, что здесь можно купить с точки зрения морепродуктов, но там-то они сейчас тебе уже на месте не дают посидеть, а здесь ты можешь оттуда заказать, сюда принести, здесь сидеть, пить пиво и какие-то закусочки у них взять и потреблять вкуснейшие морепродукты. Вот так вот они сработались. Ну а сегодня мы посмотрим это место. Как вы видите, башенку пива мы уже заказали, а хочется сказать пару слов про меню. И здесь я нашел всего лишь две позиции, которые дороже 100 донгов. Это, само собой, хот-pot. И второе – это рыба-змееголов. Все остальные позиции дешевле 100 тысяч донгов. Так что здесь можно, во-первых, достаточно разнообразненько, а во-вторых, достаточно дешево поесть. Да, и кто-то задастся вопросом: Костян, а реально тебе разрешат, например, просто здесь брать пиво, а кушать ты будешь то, что заказал откуда-то? Естественно, это здесь абсолютно нормальная практика. Никаких вопросов ни у кого не возникнет, что еда у тебя снаружи. Главное, ты здесь что-нибудь заказывай, и все. Ну, мало будет вот этих вот, наверное, орешков. Возьмите башенку пива, тем более морепродукты под пивко очень даже неплохо заходят. И вперед, и никаких вопросов. Это нам поставили просто так. Напоминаю, орешки эти, естественно, тоже платные. Не знаю, сколько стоит, но нам это сейчас не интересно, потому что нам уже подъехали первые два блюда. Первое, что нам подъехало, это говяжьи желудки с карамболой и другими овощами. Карамбола довольно интересный star fruit, это по-английски, если говорить, довольно интересный фрукт, потому что недозрелый он крайне кислый и интересный, а когда он зрелый, его если обжарить, то он сладкий. Они его здесь прикольно приготовили, Ром. Это будет необычно. Давайте разделим на несколько частей. Обязательно карамболки вот так. Других лучков. О, острота. Добро все посыпано черным перцем. Из тех дополнительных овощей, которые я здесь вижу, это зеленый лук, ленточки имбиря, карамболу уже говорил, и петрушечка. Вот она тоже присутствует. Ну, либо кинза. В таком печеном виде это не очень поймешь. Ну и все вместе. Вот так вот давайте и попробуем. О. И остроты, конечно. Это долгожевательная вещь. Вкусно, охрененно. Только жевать, черт побери, долго. Но вкусно, капец. Соус обалденный. Ох, еще и острота, да. Это, ребят, очень вкусно. Именно вот с этим вот звездчатым фруктом. Это реально получается прям такая интересная гамма. И лук в тему, и имбирь здорово. Да и мясо тоже, когда пропитывается вот всеми этими соками, тоже отлично и хорошо. Но единственная жвачка, понимаете? Это действительно очень жесткое мясо, и пожевать придется на любителя. То есть под этим бы всем что-нибудь более удобожевательное. И тогда бы у меня просто были бы, ну, одни десятки, Роман. Блин, а мне наоборот совсем не понравилось.
Не понравилось Вообще не понравилось, потому Охренеть. что сначала я попробовал старфрукт, он охренеть какой кислый, просто максимально кислый. А желудок, он не то что жвачка, я его даже прокусить не смог. Он просто, ну, это не еда, грубо говоря. И вот если бы вместо желудка была просто говядина в сладком соусе и получилось бы кисло-сладкое вот такое блюдо, тогда бы было супер. А вот это что-то не мое прям совсем. Вот это да. А у нас бывало с тобой, что вот настолько диаметрально противоположные мнения получались? По-моему, нет. Ну, наверное, где-то может быть. Ребят, здесь я не берусь сказать и не буду утверждать, что прав ли я, прав ли Рома. Мы каждый говорим о своем собственном вкусе, а у меня салфетка не открывается. Ну вот как выше я и говорил, мне по вкусу прям очень понравилось. Ром, может ты просто мало овощичек этих взял, нет? Да не, все попробовал. Да? Ну ладно. Как я выше и говорил, единственная претензия это к тому, что это говяжий желудок. Я уверен, его можно сделать более мягким, просто тушите подольше. 2 часа надо, тушите 2. Нужно 4-5 часов тушить, тушите 4-5. Ну, чтобы это можно было, значит, действительно так с комфортом и достаточно быстро съесть, потому что этот салат стоит 89 тысяч. На мой взгляд, это недорого, но с точки зрения удобства поедания, чуть-чуть бы помягче. Ладно, долго останавливаться не будем. У нас вот такие диаметрально противоположные с Ромой мнения получились. А мы поехали далее. Друзья, ну и как всегда напоминаю о том, что исключительно за счет YouTube у нас сейчас бы не получалось выпускать никаких новых видосов, поэтому это получается только за счет вашей поддержки. Как это сделать? Напомню, можно подписаться на Boosty либо Patreon. Подписка стоит от 150 рублей, а это, учитывая, что мы выпускаем по примерно 10 роликов в месяц, это 15 рублей за один ролик, поэтому это очень вкусненькая добавочка к тому, что вы сами кушаете, когда смотрите нас. А также хочется сказать про свой телеграм-канал, где я помогаю туристам, прибывающим во Вьетнам. Я занимаюсь достаточно многими вещами. У меня есть договоры с местными компаниями, поэтому самые лучшие и выгодные цены мы, естественно, предлагаем для вас. Поэтому трансфер, сим-карты, поиск жилья, аренда байков и прочие экскурсии, это все, пожалуйста, обращайтесь. В Телеграме вы можете найти это все, мои контакты по закрепленному сообщению вверху. Обращайтесь, пишите, потому что уже очень много людей связывается и много людей довольных. Пожалуйста, обращайтесь, если собрались во Вьетнам. Ну ладно, если первое блюдо заказывал я, то вот этот салат, здесь я вижу манго, здесь я вижу остроту, базилик и, похоже, сушеную рыбу, да, Ром? Ну, скорее всего, да. Скорее всего, да. То это заказал Рома. Давайте поковыряемся и посмотрим, что он там назаказывал и что это за салат. Так, острота подвинься. Сушеный лучок. Чесночок и прочее. Короче говоря, Ром, ты проходишься по классике. Стандартный набор травы, базилика и прочего. Ну и все это, да, с какой-то сушеной рыбкой. Ну вот она. Давайте вот так что-нибудь положим с листиками, с лучком, чтобы все вместе сразу же гамму и заценить. Это спрингролл. Вот интересно, как у них получается ухоядреный вкус. Это по чуть-чуть совсем нужно пробовать, потому что здесь действительно у рыбы ядреный соленый, у этого манго ядреный кислый, базилик, вы сами понимаете, это вся гамма вместе так наваливается на тебя, еще если и остроты попробовать, да, еще и мята. Я бы охарактеризовал этот салат как закусочка. Это не салат для того, чтобы ты сел и один вот так вот съел. Ну, грубо говоря, дайте мне вот такую тарелку оливье, через 5 минут ничего не останется. Дайте мне вот такую тарелку этого салата. Полчаса, минут 40. Серьезно. Это очень мощные ядреные вкусы. И что самое интересное, обычно они из этого вертят спрингроллы. Но здесь странно. Потому что здесь они подают тебе это как салат. А, например, какую-нибудь вкуснющую, отличную, классную рыбу, они тебе при этом дают набор для спрингроллов. Вот это в спрингроллы можно вертеть.
Роман, пробуй. А я догрызу то, что у меня здесь с лучком и с базиликом осталось. И рыбки кусочек тоже есть. Иди сюда. В целом, я скажу так. Вот одну такую тарелочку на компанию, которую ты здесь собрал с собой, заказал, все. Всем вот по такой плошечке прям действительно хватит. Слушай, я когда заказывал, я вбил название в гугле, по картинкам посмотрел, что вот это примерно такой салат, только там была свежая рыба, по-моему, ну как будто бы замаринованная. Вот тогда бы мне больше понравилось. А в данном случае, во-первых, опять же, перебор по кислоте, прямо очень ядреная хрень. А рыба, ее тоже слишком много, а у нее мощный вкус вяленой рыбы. Она сушонка, И да. он забивает как-то все вообще. Ну, Это вот, сардина. Ну, в общем, да. своим выбором я не очень доволен. Ну ладно. Да, отдельно рыбка, это наша, вяленая такая, полноценная, только с поправкой на то, что здесь это вялят на солнце, и она слегонца, ребят, с душком. Ну, кому-то и у нас с душком нравится. Тем временем нас подъехали, очевидно, Ромин, еще один заказ, как раз-таки из спрингроллы. Давайте смотреть. А это у нас Рома заказал спрингроллы с креветками. Если предыдущее само просилось на спрингроллы, то здесь хвостики торчат. Ну, давайте, я чувствую, что очень горячо, надеюсь, не обожгусь, сразу так и съедим. Они с хитином, что ли? Да, 100%. Они же всегда с хитином все делают. Ну Рома любит с хитином. Он для себя и заказывал. С моей дикцией, с полным ртом, здесь нужно текст пускать, что я говорю. Это неплохо. Вот когда я полностью проживал, послевкусие такое ровненькое, креветочное, мясное, надо отметить, что неплохо по количеству мяса. Хрустяшка сверху классная. В общем-то, мне понравилось. Единственное, что когда первый раз кусаешь, это достаточно жестко и... А я не знаю, это бумага все-таки вот эта рисовая, которая вокруг, или хитин? Креветка там целая, вопросов нет. Но вот разобрать... Давайте я уж, извините, проведу этот эксперимент. Попробую понять, с хитином она там или нет, или это все-таки бумага. Да, она с хитином. Вот, смотрите. Это вот такие малюсенькие креветочки там целиковые. Вот они. С головами, с хвостами. Еще и фарш тоже присутствует. Опять же, как закусочка. Да, в общем-то, неплохо. Ну, для особенных эстетов, кто не хочет съедать вот даже маленькую креветочку целиком, со всеми ее панцирями, ну, может быть, не очень подойдет. Но послевкусие мне понравилось. Такое креветочное, мясное, похрустеть тоже, опять же, чем есть. Роман, давай, то, что заказывал, то и пробуй. За 49 тысяч, а именно столько стоит это блюдо, на мой взгляд, опять же, взял одну мисочку и каждому. По мне так очень даже неплохо. Ничего ужасного, ничего отвратительного, просто креветочный мясной вкус с похрустеть. Рома еще хрустит. Подождем Рому, пока он дохрустит. Ну вот за сегодня это первое, что хотя бы уже можно есть. Не То наслаждаться. есть ни желудки, ни вот тот салат, Не. который тебе нет, да? А вот Вообще это... нет. Ну это да, можно есть, но хотелось бы, да, креветку без хитина, конечно. А так прикольно. А я хотел сказать, это потому что хитин. Ну не, хитин тоже не в тему. Ну ладно. А то я думал, все, Рома тут любитель просто хитина. Окей. У нас и следующее уже тоже подъехало. А следующее блюдо у нас простецкие кура-крылья гриль. Без всяких рыбных соусов и прочее. Человек там на заднем плане их погрилил. Стоят они 79 тысяч. Ну, как закусочка, опять же, очень неплохо. Что меня радует? Наконец-то нормальные, удобоваримые куски. То есть я здесь вижу полноценные 3 крыла. Ну, раз, два, три. И еще 2 эти части, которые присоединяются к крыльям. Грубо говоря, как-то так. И в данном случае, ну, можно было до конца 3-е крыло тоже положить.
Ну, в общем, посмотрим, как они это дело погрилили. А вот то, что куски хорошие, это плюс. Скучно, сухо. На этом крылья, собственно, и заканчиваются. Из плюсов то, что это удобно съедать, это действительно понятный кусочек. Но сухо и скучно. Ни тебе какого-то маринада. Такое впечатление, что куркумой помазали сверху и все. Любой из вас, господа, который на даче замаринует крылья там соевым с приправами, даст постоять им там пару часиков, и после этого сделает на гриле, он сделает вкуснее. Не, нормально. Знаете, ну это просто обычная еда. Все-таки даже я, когда сам себе готовлю крылья, я уже много раз показывал, как это готовится, но это у меня вкуснее. А уж в рестике, когда вы можете заранее приготовить, заранее замариновать и так далее, ну, да, они вот в каком-то рыжем масле, это не исключено, что с биксой аннатовой замариновали, и на этом все. Ни тебе остроты, соли даже не хватает, да, Ром? Соли даже не хватает. Так соли вообще 0. Да. Вот, и ты такой ешь, ну, как бы пресное, без особого вкуса куриное крыло и достаточно еще и сухое при этом. Ложанули. Ну, знаешь, просто так. Мы пожарили тебе крылья, Роман. То, что они слегка сухие, мне на это все равно было бы, если бы они были хотя бы соленые. Но пресное мясо есть я вообще не могу. Ну, хотя бы они его дожарили, и оно не сырое внутри. Жаль, жаль, жаль. Ладно, следующее у нас, я надеюсь, будет интересное и, самое главное, вкусное. Да, вы правильно наверняка заметили, что стояли у нас тут рядышком два дополнительных соуса. И здесь-то и соль, и лайм, и вот сгущеночный соус. Все замечательно. Но сами по себе крылья, ребят, задайте какой-нибудь определенный тон. Ну, в соевом соусе, например, да, или в медовом там. А дальше я уже с соусами буду разнообразить, понимаете? Я хочу сначала так съесть, а потом уже разнообразить. А это у нас, господа, угорь. И надо отметить, кусочки неплохие. Давайте я себе парочку тут каких-нибудь вот так выковырю. Ага. Лучок в наличии, много всякой разной травы. А вот за лучок я отдельный респект выскажу. Мне очень нравится лучок на гриле, да еще и здесь с остротой. Ну, он не на гриле, он, скорее всего, просто обжарен, но это не важно, ладно. Хорошо. Мята, огурчики, ну, в общем, все есть. Роман, тоже наковыривай себе. И здесь, да, смотри, хвостик. Короче говоря, здесь полноценный, хоть и не крупный, но угорь. И арахис, и лемонграсс. Уж извините, я руками. Вот так. Вот это другое дело. А вот это блюдо, которое хочется съесть. И прям именно съесть. Вот так раз. Перевернул за хребтинку. И вот так два. Угорь, ребят, здесь практически всегда шикарен. И это беспроигрышный вариант, если вы его будете заказывать. Лемонграсса, ну, можно прям весь его не есть, конечно, это понятно. Лучок. Острота. Не, ну класс, здорово. Единственное, до чего я докопаюсь, все-таки лемонграсс порезан, во-первых, слишком острыми перьями. Они не очень, как тебе сказать, ты их боишься, когда жуешь, что они куда-нибудь тебе вопьются, они достаточно твердые. И его многовато, ну, на мой личный взгляд. По остальному претензий нет. Рыба шикарная, набор овощей, дополнительных приправ, все классно, здорово. Роман. Слушай, ну вот за сегодня это единственное блюдо, которое реально хорошее, классное. Но, видимо, это не их заслуга, заслуга самого угря, потому что, чтобы испортить угря, нужно постараться. Угорь такой пришел на кухню, так, сегодня я решаю, как будет вкусно.
Да, это здорово, хорошо, вопросов никаких нет, особенно цена, в общем-то, меня тоже радует, потому что, ну, это блюдо, конечно же, на одного человека, стоит это блюдо 79 тысяч донгов, и да, это здорово, классно, потому что, ну, угря здесь много. Это полноценная рыбина, тут ковыряться, чтобы найти угря, не приходится, здесь его много, действительно много, хорошо. Ну да, наверное, на сегодня это самое вкусное блюдо, которое мы сегодня попробовали. И, надо сказать, ни одного супер дорогого какого-то фейла у нас сегодня не было. Так что можно приезжать и пробовать. Но, как по мне, да простят меня хозяева, это заведение не круто тем, что они сами готовят, а круто тем, где они находятся. Сюда зашел, заказал башенку, а пробуешь, все, вот оттуда. Тем более, что там тебе приготовили, через дорогу перенесли, и вот ты уже здесь пробуешь огромные гребешки, замечательных огромных же устриц и прочих морских гадов, которых там хватает. И, на мой взгляд, именно за этим сюда люди зачастую приезжают. Ко мне много уже туристов обращалось и спрашивало: Костян, то место-то работает? Я говорю, да, но у них посидеть негде. А сегодня мы нашли, где посидеть. Местечко неплохое, симпатичное. С точки зрения по дороге из Фантиета в Муйне вы остановились, заказали какую-нибудь башенку пива и дальше подвигали. Вопросов в этом никаких нет. Ну, кухня, ну так. Они, скажем, так в поиске, на мой взгляд, очень даже неплохо. Поэтому имеет место быть, особенно из-за соседства. Ну а с вами был Константин. Для подписчиков Костян. Всем пока. Если та штука... Я думал, хвостик будет понадежнее, да? Не пугай меня. В тубусе. То есть под этим бы всем не муху.